Всем привет, мои дорогие друзья, мои шикарнейшие подписчики. С вами я, Александр Михаленко. И сегодня мы с вами снова вернулись в суровую крымскую зиму. Сегодня я планирую восхождение сделать на гору Меганом к ветрякам и к маяку, потому что маяк в снегу я еще ни у кого не видел. И сегодня я буду вашим проводником в эту часть Крыма. Здесь, конечно, сильный ветер, очень холодно, но мы с вами постараемся успеть к закату туда, чтобы снять самые красивые кадры. Впрочем, как я это делаю всегда. Спасибо вам за вашу поддержку. Нас уже почти 100 тысяч человек на канале. Тех людей, которые любят Крым. Друзья, я очень вас прошу, чтобы вы пригласили по 3 человека хотя бы на канал, чтобы нас скорее стало 100 тысяч, чтобы вы получили уже эту серебряную кнопку. Ну, я сейчас поднимаюсь на подъем. Спасибо ребятам, которые меня довезли до дороги сюда. Мои тоже зрители. Они сейчас едут на то место отдаленное, которое я снимал, когда ходил в Бугас. Помните, на коптере там такие какие-то космические у нас были пейзажи? Вот они сейчас отправились туда. Ну, а я решил подняться к маяку. И если успеем, хотя и на это не рассчитываем, мы еще с маяка спустимся вниз и пройдемся по этой Мегономовской долине, где плавник акулы. Скала похожа на плавник акулы. Все, друзья, отправляемся. Буду все вам показывать по пути. Погнали! Я читаю все ваши комментарии. Не на все успеваю отвечать, к сожалению. Но читаю все, вижу, что вы беспокоитесь за мое здоровье. Огромное вам спасибо, что я без шапки, без теплой куртки. Но те, кто ходил когда-нибудь зимой в горы, меня обязательно поймут. Вот сейчас поднимаюсь, мне настолько жарко, что мне пришлось расстегнуть курточку, чтобы не вспотеть. Вот если я вспотею, тогда уже будет действительно подуть сильный ветер, и я могу тогда простыть. Поэтому со мной все в порядке, одеваюсь я хорошо, мне тепло, очень комфортно, не переживайте, все в порядке. Но мы с вами дошли уже где-то на полпути до ветряков. Я не останавливаюсь, чтобы успеть к закату еще спуститься к морю. Если, конечно, это у нас получится, это будет очень круто. Ну и пока немножко вам видов, посмотрите. Здесь просто все замело снегом. Невероятные, конечно, красоты. А мы еще не поднялись на вершину, чтобы все это с высоты посмотреть. Вот такая здесь красота. Но, как видим, машины сюда заезжали, потому что есть следы. Жаль, что по пути никто не едет и не подвезет нас вверх. Возможно, на обратном пути удастся спуститься на машине. Я еще не знаю, как я пойду. Если будет темно, то я пойду по этой дороге. Если еще солнце будет, то я буду спускаться там, где Меганом, вниз туда прямо. И отправимся аж на пляж Меганома. Посмотрим по времени все. Кстати, смотрите. На снегу заметил следы. Те, кто разбирается, знают, что это следы зайца. Вот такие вот. Значит, где-то здесь поблизи бегает зайчик у нас. Конечно, его встретить большая редкость будет. Ух ты, смотрите, дикие голуби полетели. Но знаете, где-то здесь бегает заяц. Возможно, мы с вами сегодня и встретим его. Но, конечно, пройтись по заснеженным вот таким горам, это невероятное чувство. Чувствуешь эту всю природу крымскую. И это, друзья, невероятно. Когда-нибудь побывайте в Крыму зимой. Жаль, что некоторые из вас не смогли приехать вот именно в такое время, когда выпал снег. Потому что в такой Крым вы бы влюбились сразу, в зимний. Чувствую себя каким-то первооткрывателем. Идем по сугробам, по которым еще не ступала нога человека. Смотрите, сугробы все больше и больше становятся. Мы уже подходим к ветрякам. Они не крутятся, потому что, друзья, нет сильного ветра. И это нам на руку. Смотрите, куда нам еще осталось дойти. Вот они, ветряки у нас. Сейчас посмотрим, какой вид от них открывается. А потом сразу же отправимся на маяк. И там полетаем, я думаю, на коптере. Конечно, вот это крымская зима настоящая, с таким снегом, по которому никто еще не ходил. Кто потом будет идти, смотреть на мои следы, будет говорить, что за ненормальный здесь лазил по горам. Но, друзья, конечно, впечатление вам просто не передать. Это не сравнится с летними походами в горы. Совсем другие чувства. Невероятно круто. Еще больше полюбил крымские горы, крымскую природу. Вот когда есть такой снег. Обязательно посетите Крым в такое время.
Ура! Поднялись к ветрякам, посмотрите на них, как они выглядят. Необычно. Кстати, вблизи они намного больше. И отсюда открываются просто фантастические виды на Крымские горы. Вот прямо по курсу у нас вулкан Карадаг, тоже припорошен снежком. И, друзья, на нас надвигается туча. Видите, солнышко уже спряталось в том месте, где я нахожусь. Посмотрите туда вдаль. Там просто снежная туча. Видно, как валит снег стеной в море. Вот такие фантастические кадры. Как будто мы где-то сейчас в Антарктиде находимся, а не в Крыму. Смотрите. Такие там черные, такие синие тучи. Какое море. Просто какая-то фантастика. Но нам еще очень далеко нужно двигаться в сторону маяка. Надеюсь, мы с вами успеем дойти, пока не начнется снегопад. И вот такие здесь тучки, смотрите. Солнышко уже спряталось. Но с этой стороны не снежные тучи. Снежные тучи вон в море. Но мне кажется, что они тоже движутся прям к нам. Красота, конечно, неописуемая. Фантастика. Давайте отправляться теперь к маяку. И я думаю, все-таки к морю еще должны успеть спуститься. Посмотрим. Классно вот так идти, когда под ногами хрустит снег. Слышите, какой хруст? Здесь сильный мороз, значит. Вот так с вами и движемся. Это хорошо, что снег не мокрый, потому что уже ноги давно промочил, но у меня ноги еще сухие. Главное, чтобы не было больших сугробов, как вот здесь начинаются. Большие сугробчики. Но ничего. Движемся только вперед, не останавливаемся. И вот такая здесь крымская зима, просто красотища. У меня даже слов нет, чтобы вам все передать, все свои эмоции. Посмотрите на это небо, на эти тучи, на снег. Просто фантастика. Поездка сюда у меня на Меганом не запланирована. Я, кстати, поехал в Новый Свет сегодня снимать. И пока по дороге ехал в Новый Свет, увидел мы с Меганом, он весь в снегу. В Новом Свете снега, друзья, уже вообще нету, там все растаяло. Поэтому я сразу доехал на автостанцию, с автостанции сразу поехал в Судак. Из Судака на такси до Меганома доехал, до перекрестка Солнечной долины. Оттуда меня уже ребята подобрали, довезли до дороги, которая поднимается на Меганом. И я уже поднялся практически на вершину Меганома. Сейчас идем снимать маяк. Вот такие спонтанные приключения. У меня практически все такие мои видеоролики спонтанные. Потому что вот куда я завтра пойду снимать, я не знаю. Проезд до маяка, как видим, закрытый. Написано «Проезд запрещен». Поэтому вот этого шлагбаума вам придется пешочком топать до маяка. А здесь еще километра, наверное, 2 идти. Поэтому, кто на машине, будьте готовы пройтись пешочком. По пути у нас встречается старый заброшенный дом маячника. Сейчас посмотрим, что там внутри. Хочу посмотреть. Смотрите, стены крепкие. Тут бы крышу поменять, вставить окна, сделать ремонтик, и можно спокойно здесь жить с прекрасным видом на море. Дом, кстати, огромнейший. Мне бы такой в Судаке. Так, где у нас здесь вход? Открыт он? Да. Друзья, конечно, ветер. Давайте зайдем в домик, посмотрим, что здесь. Вот так выглядит старый дом маячника. Что у нас здесь? Старый дом маячника на Меганоме. Вот такой он. Ух ты, там даже диван есть. Здесь можно переночевать. Смотрите, вы просыпаетесь. Вот здесь была у меня кухня. Вы просыпаетесь, пьете чашечку кофе с вот таким просто каким-то невероятным видом на море. Согласитесь, вид из окна просто на миллион. Я бы хотел хотя бы несколько дней пожить вот в таком доме, только если бы он, конечно, был оборудован и с хорошим интернетом. Но просто невероятные виды. Вот здесь у них, походу, была спальные места. Вон я вижу, печка есть. Ух ты, здесь еще какие-то. Сейчас пройдемся по этим комнатам, пойдем к диванчику подойдем. Здесь тоже какая-то большая комната вот такая. Что здесь? Здесь у нас, вот здесь, походу, и была печка. Нет, здесь была спальня, потому что вот грубо мы раньше чистили сажу, когда жили. Когда я жил в Луганске в детстве. Вот такие штуки у нас тоже в стенах были, и чистили сажу, потому что когда углем отапливаешься, там остается после угля эта сажа. Ну и давайте зайдем в то место, где диван стоит. Вот такой здесь диванчик. Летом можете поспать, кто хочет переночевать здесь. Здесь можно и палатку поставить, чтобы поспать. Вот была печка.
Здесь все, как видите, разобрали. И отсюда уже открывался вид на маяк. Видите, вон вдалеке это маяк стоит. Сейчас отправимся прямо туда, посмотрим его поближе. Ну, конечно, виды из окон потрясающие. Просыпаетесь такие утречком, смотрите в окно и наслаждаетесь этими пейзажами, бескрайним морем. А зимой здесь вообще, когда снег еще валит, круто. Просто фантастика. Ну, давайте уже выходить и отправляться к маяку. Вот здесь, кстати, сверху находится новый дом маячника. Там маячник живет со своей семьей. Не будем их тревожить, не будем к ним заходить, потому что у них там с собаками все охраняется. Вот здесь раньше у них были такие подвальные помещения, сарайчики. Там жили куры. Этим летом я их уже здесь не видел. Вот, смотрите. Вот такие сарайчики. Как видим, здесь кто-то ходил. Наверное, маячник проверял, что здесь у него по хозяйству. Вот такой сарайчик, смотрите. Мы тоже посмотрим в окошко, что там. Есть живность. Да, друзья, здесь куры есть. Представляете? Оказывается, куры до сих пор здесь живут. Так, маячник, если будешь смотреть этот видеоролик, знаешь, что я их не трогал. Что тут будут мои следы. Вот так. И свое хозяйство на вершине Меганома. Это, конечно, круто. Курочки живут. Несут, наверное, яйца. Пожарить яичницу свежую с утречка. Покушать вот с таким видом. Фантастика. Рядом с маяком находится вот такое разрушенное здание. Многие экскурсоводы говорят, что это был старый маяк. Не верьте им, потому что это просто было здание. На самом деле маяк, он единственный всегда здесь был. Этому маяку уже более 100 лет. И он считается одним из самых старых в Крыму. Находится на Меганоме. Вот же, давайте зайдем в здание. Посмотрим, там оттуда можно сделать крутую фоточку через окошко с маяком. Можно, конечно, подняться и на крышу. Я как-то поднимался, но сейчас зимой этого делать не буду, потому что сами понимаете, насколько все это опасно. Я поднимался по вот этим железным штучкам вон туда. Пока идем здесь, смотрим виды. Вот это окошко. Если вы здесь сделаете фото на маяк, то это будет просто фантастическая фотка. Смотрите. Вот такая, друзья. Она прям как картина выглядит. Тут можно еще сесть на окошко и сделать себе фантастические фото. Кстати, там стоят какие-то две машины. Как они доехали, если проезд закрыт? Вот та маленькая зеленая, она здесь летом стояла. Вот какая-то новая стоит. Возможно, тот человек, который живет там внизу в домике. Это его машина. Ну, в общем, смотрите. Виды фантастические. Вот такой маяк у нас на Меганоме находится в Крыму. И море. Так, сейчас сделаю еще подсъем с телефона, потому что с телефона качество получше. Смотрите на эту красоту, на маяк. Просто фантастика. Посмотрите на это синее море. Конечно, ветер разыгрался не на шутку, но море, эти тучи, аж дух захватывает. Давайте я покажу кораблик в море. Как он там плавает. Вот он идет прямо в нашу сторону. И вот такие лучи солнца пронизывают тучи. Конечно, виды фантастические. Аж слов не хватает это описать вам. Посмотрите, кто еще вам покажет такую красоту в Крыму. Друзья, прошу вас, ролики мои поддерживайте лайками, приглашайте своих друзей. Это очень важно. Я каждому благодарен, кто их поддерживает. Потому что это очень трудно снимать пешком на Меганом зимой. Кто решится зайти, кроме меня? Не знаю таких людей. Вот так плывет кораблик один в море. Но в море там волны небольшие. В принципе, нормально ему плыть. И солнышко. Вот такие лучи солнца смотрятся фантастически. Просто вживую аж дух захватывает. Насколько это масштабно и красиво. Вот так бывает зимой в Крыму. Раз мы не сможем запустить квадрокоптер, то я решил подняться сюда, на крышу этого старого здания, и показать вам вид на маяк, хоть с небольшой, но высоты. Конечно, здесь опасно, все обрушено. Ни в коем случае так не рискуйте. Смотрите на эти горы в снегу, на это море, просто фантастические виды. И вот он, наш маяк,
Красота, друзья, просто шикарнейшие кадры. И еще корабль у нас на фоне плывет. Попали в такой интересный момент с вами, что все успели снять. И это солнце. Супер. Вот такая, друзья, красотень. Море, конечно, бескрайнее, синее. Выглядит не как Черное море. Чувствую себя сейчас вообще не в Крыму, а где-то в Антарктиде мы с вами. Разведываем новые территории. Вот такой маяк. Здесь ему больше 100 лет, представляете? И вон там у нас уже кораблик подходит к маяку. Сейчас пытаемся его на фоне снять, если он, конечно, сюда пойдет. И посмотрите на эти лучи солнышка. Просто фантастика. Кстати, с этой стороны у нас открываются виды на Судакские, точнее, Новосветские горы. Вон они, видите? И, кстати, видно вершина самой высокой горы в Крыму, наверное. Романкош это или нет? Нет, друзья, это не Романкош, но она вся в снегу. Посмотрите, вон! Там прям завалилось снегом по центру. Видите? Вот такие бывают. Так, спрячемся от ветра. Зимы у нас в Крыму. Фантастика. Ну и давайте подойдем к маяку поближе. Смотрите, маяк, все в снегу. Это супер редкие кадры. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь у кого-то такие, но я, по крайней мере, таких не встречал с этого маяка, что кто-то сюда зимой добирался в такие морозы и в такой снег. Вот так, друзья. Конечно, шикарное место. Мы далеко очень от цивилизации. Сейчас еще как-то предстоит нам выбираться в Судак. Я хочу по другой тропе пойти, по опасной, если там, конечно, не замело ее снегом. Но вот такая красота. Показал вам маяк. Теперь вы видели и маяк в снегу. И мне можно ставить новую галочку: зимний меганом покорен. Вот здесь стоит машина, скорее всего, того человека, который живет здесь внизу, в домике. Конечно, хотелось бы попасть внутрь маяка, но сделать это, к сожалению, невозможно. Вот так он выглядит вблизи. Он действующий, функционирует, ребятки. С нового света ночью можно увидеть, как он светится с мыса Кавчик. Если смотреть в эту сторону, то вы увидите. И здесь уже открываются просторы на бескрайнее море. Сейчас все буду вам показывать. Здесь написано прибрежная защитная полоса. Такой знак стоит. И вот оно. О, обрыв такой, конечно. И дикий-дикий ветер. Вот такие красоты здесь зимой на Меганоме. Невероятно. Здесь прям сугроб такой намело. Посмотрите. Вот здесь прям под маяком есть домик. Смотрите, там живет человек просто на обрыве. Наверное, здесь жить очень-очень, конечно, круто. Посмотрите, какие виды из окошка у него открываются. Фантастические. Но я решил не тревожить человека. Пусть себе спокойно живет без нашего вмешательства. А мы с вами будем уже отправляться, потому что солнышко садится, темнеет. А мне еще сюда очень много километров выбираться. Но согласитесь, каждый бы хотел пожить там хотя бы пару дней. Вот в таком доме с таким видом. Вдали от цивилизации. Конечно, круто. Вон корабль куда уже ушел. Такие горы. Конечно, да, шикарно просто. Все, отправляемся в Судак. Сейчас самое сложное у нас еще впереди дорога. Потому что я пойду по скалам. И если я смогу спуститься, конечно. Если не смогу, то придется возвращаться обратно. Обратно не хотелось бы идти сколько километров в горку. Не прикольно, я вам скажу. Друзья, вы не поверите, но где-то вот здесь есть спуск в самый низ. Куда нам сейчас с вами предстоит и спуститься. Конечно, по снегу это сделать будет очень сложно. Тем более дичайший сейчас ветер. И пройти вот эту всю долину аж до Меганома. Просто какая-то жесть. Но благо, смотрите, какая-то собачка или либо лиса пробежала, оставила следы на тропинке. И сейчас мы будем по этим следам спускаться. Если животное смогло, то и мы с вами тоже сможем. Надеюсь, вы меня слышите. Аккуратно спускаемся с вами по стопам лисы.
либо собачки. Вот такие следы у нас. Конечно, это очень экстремально, но у нас вышло солнышко. Ура! Посмотрите на эту красоту, просто захватывает дух. А внизу на море еще небольшой штормик. И по вот этой всей долине нам предстоит идти. Я просто в шоке. Не знаю, когда я дойду домой. Но сейчас самое главное, это, конечно же, спуститься вниз. Потому что спускаться во время снега очень опасно, скользко. Я помню, я здесь летом боялся спускаться. А сейчас в таких условиях это просто супер экстрим. Вы же на самом экстремальном канале Александра Михаленко. И сейчас постараемся спуститься. Конечно, обрывы здесь, друзья, ужасные. Ни в коем случае здесь никогда не ходите, даже летом, потому что и летом здесь опасно. Все, я выключаюсь до следующего включения. Идти очень-очень сложно и опасно. Сейчас, пожалуй, будет самый опасный момент. Не знаю, как буду здесь спускаться, потому что из-за снега не видно, куда наступать вообще. И очень скользко все. В общем, это просто какая-то жесть. Ни в коем случае этого не повторяйте, не лезьте сюда. Возвращаться лучше по обратной дороге. Вот идем до сих пор по следам. Смотрите, какие здесь обрывы. И нам сейчас нужно вниз до моря спуститься, чтобы вы понимали, по вот этим камням. Но, конечно, виды здесь захватывающие. Сейчас солнышко вышло, подсвечивает нам дорогу. Но, друзья, идти, честно говорю, вам сложно по таким обрывистым скалам. Но не переживайте, видеоролик вышел, я жив, со мной все в порядке. Надеюсь. Вот, зато покажу вам вот такую красоту. Красота, конечно. Давайте немножко покажу вам спуск свой по этим скалам, блин. И по следам. Хорошо, хоть собачка прошла, либо лисичка, видно, куда нам идти. Смотрите, такие опасные участки бывают, прям возле обрыва нужно проходить. Так, здесь в скалах не такой сильный ветер. Так, здесь следы засыпало снегом. Куда нам дальше, блин, идти? Видите, по таким горным тропкам, по снегу совсем не прикольно идти, я вам скажу. Но мы все вытерпим, все выдержим и спустимся. Вот так камеру поправлю. Так, этот капюшон уже не нужен. Куртка Коламбия. Я вас тут пиарю. Ваша куртка, кстати, очень хорошая, не продувается ветром. Друзья, не мог пройти мимо и не снять для вас самый экстремальный кадр с этой прогулочки. Вот такая здесь высота, дует сильный ветер, но виды просто невообразимые какие-то. Как будто мы совсем с вами не в Крыму находимся. Красота, конечно. Но не рискуйте вот так, не становитесь на край скалы, куда я залез, конечно. Как я буду отсюда слазить? Мы прям на вершине стоим. Но виды шикарные. Друзья, насколько вы знаете, Меганом — это место силы. И сейчас мы в самом эпицентре этого места. Это храм Солнца, как его называют, какой-то там храм Будды. В общем, у него много названий. Сюда приезжают все эти эзотерики. И здесь, кстати, есть небольшой шатер, где живут люди. Сейчас пройдемся, покажу вам все. Здравствуйте. Да. Вы тут живете, что ли? Что это за место? Можете рассказать? Храм Шивы, да? И что здесь делают? Место силы считается, я слышал. Как во всех храмах. Храм 9 Бхайрав. Это что значит? Все, можно заходить, да? Да, конечно. Вот такой, друзья, храм здесь. В каком? В 93-м году основан храм этот, нам говорят. Не местный. Вот такой. Ну да, зимой вообще тут круто. Вот такой, друзья, храм.
говорят, уже послезавтра тепло будет. Вам тут не холодно жить? А отопление какое-то? Вы в палатке живете? А здесь что находится? Здесь домик, там. А можно подснять его немножко? Так, Труба не так, вот здесь вход или где? А, здесь уже даже печка есть? Да. Ничего себе. Да не буду заходить, так, сниму. Заходи, не бойся. Да я в обуви, я не хочу заходить. Вот, друзья, вот такой домик. Но здесь тепло. Ну да. Так, а в город вы выходите или как? Конечно. Питаетесь чем здесь вообще? Зачем? Чем угодно. А отдыхающие вот так часто ходят? Рыба. Конечно. Хотя холодно. Понятно. А сами откуда? Дальний Восток. Ну там у вас холоднее, наверное, зимой, чем в Крыму привыкли. Когда местный, да. Ой, да, не будем. Так. Хорошо, спасибо. Прекрасно здесь. Тишина, спокойно. Так, а там кто-то живет? Я тоже проходил, там какие-то следы вели наверх. Там домик тоже какой-то. Там тоже живут, да? Получается? Понятно. Ладно, счастливо вам, спасибо вам большое. Давайте. Хорошо тут зиму пережить. Так, а следы туда ведут какие-то или нет на выход? Как тут? А, вот тропинка. Ну, я вижу, вот. Все, спасибо большое. Вот, друзья, он живет вот здесь, отшельник этот, в палатке. Спальник у него на -6 рассчитан. Но, я вам скажу, наверное, это очень холодно жить вот так на меганоме. Конечно, прикиньте, за едой ходить в город. Либо отдыхающие тебе подкинут. У меня, к сожалению, нет никакой еды, поэтому я тебе ничего не оставлю, к сожалению. Если бы, конечно, что-то у меня было, я бы обязательно оставил ему поесть что-нибудь. Но, друзья, сами без еды, без воды всегда путешествую. Вот так здесь живут люди на меганоме. Вот так, друзья, встретили с вами отшельника, который живет на меганоме зимой. Это просто какая-то жесть. Здесь, конечно, жить, наверное, круто, но зимой холодно. Тут такие порывы ветра, сильный ветер. Показал вам храм Будды. Это место силы, сюда все приезжают, вот эти эзотерики, кто занимается какой-то магией, этими силами. В общем, я в этом не разбираюсь. Кто в комментариях знает, что это за место, поправьте меня. Ну а мы с вами продолжаем движение дальше. Солнышко у нас уже садится. Надеюсь, успеем хотя бы до Гравийной бухты дойти. Смотрите, кого встретил. Орел кружит над нами. Их даже два, походу, или что там? Да. Смотрите, какие красавцы. Сейчас приближу их. Вот так на меганоме живет парочка орлов. Вот это шикарный, конечно, видок у нас. Вот так они кружат на порывах ветра. Выглядит невероятно красиво. И да, ребятки, напишите в комментариях, смогли бы вы вот так жить, как отшельник. Потому что я пока вот здесь и шел, подумал об этом. Честно говоря, я бы так не смог. Мне бы хватило максимум на 2 дня, потому что нет душа, нет туалета. Все, я там бы жить так не смог. Тем более, тут всю зиму живет, все лето. Но летом еще ладно, можно в море покупаться. А зимой что здесь делать? Ну, а туалет, куда в туалет ходить? Тоже вопрос. Поэтому я бы так не смог. Хотелось бы услышать ваши комментарии. Смогли бы вы вот так пожить отшельником где-нибудь на краю Крыма, где нет рядом цивилизации, где до города тут очень много километров, и пешочком идти туда просто нереально каждый день. Хотелось бы услышать ваши комментарии. Смотрите, снега уже тают, и из гор образуются вот такие ручейки, которые текут прям в море. Друзья, посмотрите, сколько прошел. Вот эта белая точка, это маяк, чтобы вы понимали. И вот это все пешочком я и шел. Очень устал. Внизу находится, вот он, скала Акулий плавник. Снимать ее нужно снизу, с пляжа. Но туда опускаться, честно говоря, у меня же сил нету. Но своим очертанием она действительно напоминает Акулий плавник, торчащий из воды. Вот такие достопримечательности. Солнышко у нас уже практически спряталось за горизонт. Там у нас тучи, за тучи. Вот такой закат сегодня.
Сейчас покажу вам еще Гравийную бухту. И вон я уже вижу гору Аучак. Сюда близко. Гравийная бухта во всей своей красоте. Посмотрите. Зимой еще заметенная снегом. Просто невероятные кадры. Вот, только осталось вниз спуститься. Конечно, мы уже-то не успеем. Нам нужно скорее выбираться отсюда. Потому что до судака еще топать и топать. Вон там где-то судак находится. Конечно, зима в этом году сумасшедшая. Вот вам кадры поближе Гравийной бухты в снегу. Теперь вы видели все. Потому что посмотрите, какая тропка. И здесь она просто обрывается. Как мы пройдем здесь, я с вами не представляю. Еще там по досочке потом придется идти. Блин, мы почти вышли из этого места, но сейчас будем вот здесь пробираться. Я не представляю, где здесь буду идти. Смотрите. Блин, здесь очень жутко скользко, сильный ветер. Вот, в один шаг буквально тропа эта. И лететь вниз аж на Гравийную бухту. Конечно, это опасно. Что делать? Кто мне подскажет? Я не представляю. Так, я, наверное, уберу телефон, потому что с телефоном в одной руке идти некомфортно. Смотрите, здесь обрыв. Идем просто по краю обрыва. Ни в коем случае здесь зимой не ходите. Из-за снега нереально здесь пройти. Прям, друзья, честно, страшно идти. Смотрите. Но, так, у меня тут палец в экран попадает. Но ничего, терпите, потому что по-другому я не могу держать камеру, еще идти и говорить. Самый опасный момент, наверное. Ой-ой-ой, тут камни еще над головой висят. Куда мы забрели с вами, черт возьми. Друзья, холодно. Осталось пройти по деревянному скользкому мостику и не свалиться вниз. Ветер, ну не дуй, пожалуйста. Блин, ветер сейчас сильнее начал дуть. Так, идем, он супер. Он шатается, друзья, ненадежный. Кажется, ничего сложного, но если не обрыв, то мы с легкостью бы прошли. Блин, а дальше еще хуже оказывается. Вот такие тропки. Даже собачка здесь подошла. Как она здесь перепрыгнула, я не представляю. Сейчас будем с вами тоже что-то думать. Блин, вот здесь реально опасно. Надеюсь, не упаду туда. Друзья, скрестите пальцы свои, потому что эти кадры просто заслуживают всех лайков, которые у вас там есть. Это очень экстремальный, это самый мой экстремальный поход в горы. Так. Так, мы почти выбрались из этого места. Еще пару опасных троп. Рука отмерзла, сейчас пройду, включусь. Друзья, сразу извиняюсь за качество звука, за качество ролика, но, сами понимаете, мы в экстремальных ситуациях снимаем как можем. Осталось пройти вот здесь под скалой. Посмотрите, какой вид открывается невероятный. Сейчас у нас еще солнышко на секундочку покажется. Постараюсь для вас снять еще солнце. А пока мы идем по обрыву, вот так под скалой. Одна из самых опасных троп зимой, блин. Куда мы с вами попали. Вроде бы прошли этот опасный участок. Дальше уже должно быть полегче. Давайте отсюда поскорее будем выбираться, потому что у меня уже нет сил. В конце покажу, сколько я прошел сегодня километров. Смотрите на этот космический просто пейзаж. Это вообще что-то нереальное. Вот такое здесь зрелище. У нас уже показывается солнышко. Показываю вам последние лучики заходящего зимнего солнца. Вон оно в море садится прям, друзья. Солнце садится в море. Просто потрясающе красиво. Это у меня восторг просто. Давайте постараюсь приблизить его. Вот так приблизили, качество потерялось, но зато видно прям это солнце, этот шар, который огненный, который садится прямо в море. Там еще у нас вон чайки летают, сумасшедшие. Вот такая, друзья, красота бывает в Крыму. Просто невероятно. Ну что, наверное, буду с вами прощаться. Вот такой получился видеоролик. Прошу вас максимально его поддержать своими лайками, написать комментарии, конечно же, поделиться в соцсетях и пригласить на канал 3 своих друга. Это очень важно, очень вас всех прошу. Конечно, это мой, наверное, самый экстремальный поход в зимние горы, потому что вот эти тропы опасные, спуски, подъемы,
встретили отшельника. В общем, получилось, мне кажется, очень круто. Посмотрели на маяк в снегу на Меганоме зимой. Этого точно еще никто вам не показывал. Поэтому цените такой контент, поддерживайте его. Ну а с вами был я, Александр Михаленко. Смотри, какой закат шикарный. Встретимся с вами уже завтра в новом видео. Подписывайся на канал, если любишь вот такие видеоролики о Крыме. Все, всем пока. Уже ночь, но я чуть не забыл показать вам расстояние, сколько я прошел. Я только добрался до Меганома, до пляжа. Так. Заходим в здоровье. Смотрим шаги. 25 500 шагов. А по километрам это 18 километров 600 метров. Я думаю, достойная дистанция, которую мы сегодня преодолели. Точнее, я столько прошел. Это был самый мой экстремальный поход. Сейчас я иду по ровной дороге. Это такое наслаждение. Я вам не могу просто передать, как это круто. Ну все, как видим, друзья, уже все темнеет. И, честно говоря, вот так по темному очень интересно идти по Крыму, когда он в снегу. Невероятное ощущение.